Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео мы сделаем вот такое наращивание. И я считаю, это очень быстрое наращивание, а именно где-то минут за 30 я справляюсь с одной рукой. И давайте посмотрим, что нам нужно. Я взяла формы овальные, это гелевые типсы, и нам нужно подготовить ноготочки. Сделать маникюр, забавить ногтевую пластину, убрать весь лишний материал с ногтевой пластины, и мы наносим бескислотный праймер. Далее нам нужно нанести какую-нибудь базу в тонкий слой, у меня классическая, поэтому наношу просто в тонкий слой, сушу фонариком, так намного быстрее. Далее я наношу эту же базу на гелевую типсу и нажимаю около кутикулы, плавно ведя так, чтобы база потихонечку съехала до самого конца, чтобы не осталось пузыриков, и присушиваю в лампе, точнее под фонариком. Далее убираю фрезой все лишнее и отрезаю длину типсорезом, так быстрее. Подправляю, естественно, наш край при помощи пилочки. Далее я наношу базу, любую какую-нибудь цветную, и получается наше наращивание готово. Нам осталось только нанести топ, и можно отпускать клиента. И давайте еще раз разберем, как я это все сделала. И хочу рассказать один момент. Я взяла эти гелевые типсы, я уже давно ими наращиваю, они мне нравятся, все ссылочки, конечно же, будут в описании. Единственное, что я взяла в этот раз такие овальные формы, они достаточно плоские, поэтому если у вас есть своя хорошая арка, они не подойдут. У меня на самом деле не такая сильная арка у ногтей, но достаточно тоже большая оказалась, потому что эти формы достаточно плоские для меня, и поэтому я рекомендую вам такие типсы брать, если только у ваших клиентов плоские ноготочки. Почему я взяла именно такие гелевые типсы? Потому что я взяла овальной формы для того, чтобы не тратить типсы, которые очень длинные, я их оставляю для крутых дизайнов, в плане, чтобы себе наращивать очень длинные ногти. А вот такие маленькие я взяла для того, чтобы создавать либо овал, либо квадрат короткий. И именно короткий квадрат легче создать из короткого овала, поэтому я такие формы и взяла. Оказались они немного для меня широковатые. Ничего, с этой ситуацией я тоже справилась, просто убрала и пилочкой, и фрезой лишнее, и плюс доработала. Но единственное, получился не супер прям крутой квадрат с хорошей аркой, а получился просто салонный, наверное, квадрат и немножко широковатый. Ничего, и так тоже хорошо. Самое главное, что это наращивание достаточно быстрое, можно сказать, очень быстрое. Я быстренько с ним справилась, тем более, когда наносишь какой-то цвет, который база, которую можно выровнять, и все уже будет готово. И что еще? У меня здесь остался такой промежуток между моим натуральным ноготком и гелевыми типсами, поэтому я взяла внизу и добавила топ. То есть под ноготочком я добавила топ, и тем самым я закрыла какие-то окошечки открытые между ногтем и гелевой типсой, если они имелись, для того, чтобы туда грязюка не попадалась. В общем, вот такие ноготочки у меня получились. Все покрываю топом и сушу. Я так посчитала, что одну ручку я сделала за 30 минут. Это еще со съемкой и тому подобное. В общем, но достаточно быстрое наращивание получилось. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики, чтобы не потерять мои новые и полезные видео. А на этом все. Всем пока-пока.